Дамблдор говорил, что люди не становятся теми, кем они должны стать, потому что боятся. Боятся сделать первый шаг, боятся ошибки, боятся смерти, но чаще всего боятся того, что о них подумают другие люди. Но я считаю, что храбрый не тот, кто не боится, а тот, кто побеждает свой страх. Я сначала думала, что будет что-то очень такое для ботанов. Не такое интересное, это же Олимпиада. И, я участвовала в Олимпиадах в школе в основном, да и в университете у нас тоже было подобное. И не было так интересно, так весело, даже в всероссийских Олимпиадах. Мы ехали почему-то изначально, нацелившись на то, что это будет какая-то экстраординарная Олимпиада. Вот мы довольны, что мы, как ожидали, так и случилось. Всякие биохимии, вот это все, это не для меня. Но зато вот когда была хирургия, когда мы шили на бананах, это было классно. Первый раз шила на фрукте, обычно людей. В этом году из-за того, что проект больше дней, больше различных активностей, сильнее устаю, но когда получаю фидбэк, когда и участники, и эксперты, и приглашенные люди со стороны говорят, что вау, это просто класс, и я понимаю, что это стоит того. Было ощущение, что то, что мы делаем, действительно нравится ребятам, и они пришли сюда в том числе и отдохнуть, и хорошо провести время. Мне действительно нравится коллектив нашей Олимпиады, как оргкомитета, так и волонтеров. Даже участники спрашивают, а ты ординатор, условно, преподаватель? Я говорю, нет, я 5-й курс, студент, вот, организовываю Олимпиаду с 3-го курса. Просто мне нравится такой движ, такое сообщество, создание какой-то площадки, платформы, куда могут съезжаться ребята из разных уголков России, со всего мира, и совместно что-то обсуждать не только вот именно в классическом формате, а именно интерактивно, неформально, но профессионально. Но здесь видно, что составляют студенты. И сами задания, и сами конкурсы, как они расположены, как они придуманы. Студенты понимают нас, потому что мы одного возраста, они знают, что нам может понравиться. И таким образом они сделали так, что Олимпиада включает в себя не только какую-то теорию, не только соревнования, но также взаимодействие друг с другом. После каждого дня практически какие-то мероприятия внеучебные. Это очень круто. Я не зря говорю, какая замечательная, грамотная, инициативная у нас молодежь. Но такое организовать, так всех заинтересовать. И молодое поколение, мы можем сказать, что будет достойной сменой нам на профессиональном поприще. То, что люди что-то могут двигать, делать, тянуть за собой других людей, это здорово, потому что все-таки люди любят лениться. И вы должны четко понимать, что вам нужно будет учиться всю жизнь. Но вот этот базис, который вы получили на первых курсах, знание основ патологии и так далее, это самое главное, потому что это знание позволит вам поставить правильный диагноз. То есть, короче, за невозможность решения Олимпиады надо говорить спасибо тебе. Да. Ловлю кайф, когда вижу, что ребята сидят мучиться, потом они сидят, приходят и говорят, блин, спасибо большое, были классные, крутые задания, это было интересно почитать про что-то новое. Один из этапов был посвящен решению задачи, где сидела пациентка, и надо было установить диагноз и назначить ей дальнейшее не только лечение, но и обследование. Поэтому это сильно помогло заново влюбиться в пропедевтику и понять, что на самом деле нам надо знать хирургию чуть лучше. Любопытность, любознательность и умение обработать колоссальные материалы. Хотя я понимаю, насколько все было сложно, потому что это все-таки вопросы от специалистов. Это все-таки тяжелые изначально моменты, требующие колоссальных знаний. Хотелось бы всегда слышать аргументированные ответы, когда любой человек мог посмотреть с разных точек зрения. И любые вопросы, как уже говорились, они были все очень конфликтные, можно даже так сказать, потому что можно было посмотреть абсолютно по-разному на поставленные задачи. И меня особенно сильно впечатлила команда, которая полностью состоит из вторых курсов, как они гордо держались и пытались сражаться за призовые места. Мы столько полезной информации сами для себя вынесли, все члены жюри, потому что мы никогда там не занимались вопросами нейросетей,
Все уже там давно забыли про какие-то там заболевания орфанные, которые изучают там в основном педиатрии и так далее. То есть для нас это все было ново и интересно, точно так же, как и для участников. Безусловно, это способ заставить даже практикующего врача вспомнить, открыть какие-то новые знания, новые статьи, новые исследования. Видеть вот этих вот молодых людей с горящими глазами, которые хотят там чего-то большего от своей жизни, от своего образования, от своей подготовки. Но это, конечно, всегда заряжает таким позитивом. Я испугалась того, что будет безумно скучно. Вот. А потом, когда пришла, мне все понравилось. Ребята были очень активные, и все так легко шли на контакт. Я думала, что с медиками вообще будет скучно, что они одними терминами будут разговаривать. Но нет, это очень интересные все ребята, живые. Медики, они как-то проще к жизни относятся. Они умеют ловить какой-то момент, кайфовать. Ты чувствуешь этот драйв и заряжаешься этой энергией. Мне это нравится. Во-первых, это аудитория, которая действительно умеет слушать. Видно, что они приехали заинтересованы в этом. То, что это была их инициатива приехать, а не просто университет их отправил. Интересно было, потому что, во-первых, мы очень могли оценить ораторское искусство. Для врача это безумно важно, потому что мы должны убедить пациента, чтобы он к нам пришел еще, лечился, соблюдал наши рекомендации. Недаром говорят, что врач лечит словом. Хороший врач всегда может тебя поддержать еще на вот этом доклиническом этапе, когда ты просто обратился к нему там вот со своей проблемой. Он просто поддерживает тебя, он дает тебе веру вообще в то, что ты будешь здоров, что с тобой все хорошо. Вот настоящий врач, на мой взгляд, должен действовать именно так. Вот второй день турнирный научил меня тому, что нужно правильно себя подавать. Медицина это больше искусство, чем наука, да? Мы пытались соединить разные форматы. Каждый день это свой челлендж, это свое испытание. Это и тестирование, это и полемики, это и творческая составляющая, и видеовизитка, и фотоконкурсы, и всего так много, что и в итоге мы получаем победителя, который наиболее хорошо себя показал в каждом из форматов. Вы совсем забыли про внеклассную деятельность. Ведь для студентов очень важно получать знания не только в кабинетах университета или палатах больниц, но и добывать информацию самостоятельно. Это вообще синергия всего, что я люблю. И всего, от чего я получаю удовольствие. От того, чтобы соединять людей, от того, чтобы быть спикером и от того, чтобы помогать своим друзьям. Более того, вот в турнирный день, вот в прошлый день, мы прекрасно пообщались с экспертами в экспертном сообществе. И вы знаете, я была свидетелем, что даже деловые на будущее связи между экспертами завязались. И когда ты интегрируешься в общество, в котором у людей большие познания и большой интерес, то ты сам пытаешься стремиться за ними и развиваться лучше. Соответственно, любая олимпиада, любые такие мероприятия, они позволяют тебе познакомиться с новыми людьми, которые в будущем будут твоими коллегами, и с которыми ты можешь дальше интегрироваться и делать какие-то новые стартапы, либо там изучать что-то. Многие ребята потенциально могут мне в моей карьере как-то очень сильно помочь. Вопреки тому, что мы здесь все соревнуемся, так или иначе, с друг другом, общение с другими ребятами – это тоже очень важно. Как бы ни казалось, что вот я лишний день еще проведу за учебой, лишний день еще что-то раз повторю, сейчас я жалею о том, что я могла сходить на какие-то совместные мероприятия, но не сходила. Сам вуз просто покорил. Очень хочется сюда приехать еще, просто чтобы на него полюбоваться. Это правда впечатляет. Визуальная часть во всех помещениях, на всех этапах была на высшем уровне. Включая световой микроскоп. У нас таких нет. Это было удивительно. Я, наверное, уеду с таким вайбом хорошим, приятным, потому что куда бы мы ни обратились, в доставку, в целом в организации Олимпиады, в столовую мы заходим, и нас постоянно встречают какие-то лучики добра. Очень понравился университет, он настолько огромный, настолько интересный, что мне кажется, нужен отдельный день, чтобы походить по кабинетам. Мы просто шли по коридорам и заглядывали во все окна, во все двери, потому что такого университета мы еще не видели. Он значительно отличается от нашего, и я жалею, что не рассматривала этот университет как вариант поступления после 11 класса. Тут
технологии, тут лес. И все это в такой комплексности, что это производит впечатление очень приятное. И, конечно же, мы делаем это для того, чтобы ребята просто отлично провели время. То есть у нас насыщенная культурная программа, мы постоянно ходим в какие-то приятные заведения, у нас есть музыкальные там вставки. В общем, это все сделано с любовью из Сибири для того, чтобы ребята провели эту неделю очень так драйвово, динамично, интересно. В этом году подключилась англоязычная лига в онлайне. То есть мы растем и надеемся в дальнейшем еще больше расти до очной англоязычной лиги. Пожелать могу только, наверное, расширением региона участия. Может быть, чтобы действительно это приобрело такой большой международный характер, чтобы уже и, так скажем, дальнее зарубежье могло участвовать. И наш организационный комитет, и наши эксперты, они готовы к работе с большим количеством участников. Нам было бы это очень интересно. И еще, конечно, было бы интересно посотрудничать с другими университетами. Ну и, соответственно, интрига сегодняшнего вечера уже известная. Первое место Олимпиады 2022 года команда... Я у каждого узнал структуру. Очень поржали. Я желаю проекту развиваться, а всем нам найти свое благоприятное будущее.